Знает, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду для вас обозревать смартфон под названием Oppo Reno 9 Pro. Есть девятка, есть 9 Pro Plus, но я выбрал для себя этот смартфон. Почему? Потому что это средняк с одной стороны, с другой стороны здесь OLED-экран, 120 Гц, разумеется, у экрана, Touch 240. Помимо этого, здесь довольно неплохой основной модуль 890 от Sony, и мы знаем, что это такое. Если говорить о внешке, то это практически компакт. В моей маленькой руке он лежит довольно хорошо. У него нет очевидных недостатков, потому что когда ты получаешь этот смартфон, ты думаешь, что это очень быстро. ColorOS шустрая OS, LPDDR5, и пусть даже здесь UFS 3.1, но 76 тысяч в Storage тесте это дело выбивает. Очень классный экран, классная съемка, но, разумеется, все это дело не без недостатков, к сожалению. Почему этот смартфон интересен? Он фактически реплика или реплика у OnePlus Ace 2V. Обзор уже был на канале. Ну и в принципе у них смартфоны даже внешне плюс-минус похожи, если вы обратите внимание на то, что я обозревал, а я обозреваю все практически из бренда BBK, во всяком случае пока мне это интересно. Они делают смарты, даже физические реплики, по большому счету это даже похоже на Realme 10 Pro Plus или Realme 10 Pro, но с другой стороны, и несмотря на все мои рассказы, у этого смартфона есть свои плюсы, он является премиум сегментом, также примерно как Oppo Find X6 Pro, обзор уже был на канале, Oppo Find X5 Pro, обзор уже был на канале, флипы, фолды от Oppo. У нас это не особо считается крутым брендом, но если вы посмотрите на продажи, в Азии эту штуку любят, и я вам скажу не зря, в первую очередь любят, разумеется, за оболочку. Перейдем к смартфону. Распаковка. Поставляется Oppo Reno 9 Pro в белой минималистичной коробке. С одной стороны, с другой стороны комплект царский. В комплекте мы имеем краткое руководство, обыкновенный силиконовый чехол темного цвета, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, неплохой, к слову. К сожалению, экран водопад. Опять же, для меня, к сожалению. С USB-A на Type-C у нас здесь кабель и блок питания на 67 Вт. Разумеется, есть ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти запихать нельзя. Весит смартфон без чехла 176 граммов, а габариты составляют 162 на 74 на 7,4 мм без блока камер, а с блоком камер 9,5 мм. Габариты и вес, как по мне, одни из основных плюсов данной модели, они реально маленькие. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Не забудьте подписаться с колоколом, написать, что еще хотите увидеть на обзор, и вы видите, я даже экзотические девайсы обозреваю. Все для вас. Перейдем же к смартфону. Полетели. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о китайской версии Oppo Reno 9 Pro. Особой разницы с глобалкой нет, русский язык на борту, гуглы встают. Но нет 20-го бенда для 4G, зато есть 7-й бенд. По расцветкам на выбор есть черный, золотой и оранж, который больше похож, собственно, на розовый. Тыльная часть тактильно приятная, не маркая, но скользкая. Выполнена по ощущениям из матового пластика, рамка пластиковая. Помним про отсутствие антенн. Защиты от влаги здесь технически нет. Может быть, где-то и написали IP53 мелким шрифтом, но гарантии от этого у вас не появится на него. В плане удобства использования все великолепно. Смартфон не тяжелый, одной рукой можно пользоваться без проблем. Не люблю водопады, но здесь он не особо сильный, не особо сильно закруглены края. Ложных срабатываний у меня не случалось. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, притом на разных бортиках, как многие любят. Стандартный разъем USB Type-C OTG версии 3.1 по моим тестам. 8-гигабайтный файл смартфон скидывает примерно за 2,5 минуты у меня. Далее есть микрофоны. Звучание здесь, кстати, моно, что эпичный FL. Звучание здесь отличное, громкости достаточно. Имеется сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Имеется технология Real Sound. Предустановки звучания на борту. Bluetooth кодеков немного, но основные на борту. Вибромоторчик линейный по оси X. Тактильно он очень дешевый. Странно, что они дешевый туда вибромоторчик запихали. Мини-джека нет, и порт в наличии. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 1080 на 2412 пикселей. Соотношение сторон 20 к 9. Есть поддержка Dolby Vision, HDR10+. Также используется технология Truecolor. Цветовое
пространство 100% DCI-P3, разумеется. Плотность пикселей 394 ppi. По мне золотая середина это 400, но 394 максимально близко. Яркость 900 нит, а пиковая яркость 950 нит. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости мне слегка не хватает. Автояркость отрабатывает корректно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, тач на 240 Гц, тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Показатели шима шикарные, у меня глаза от экрана, разумеется, не устают. И у вас не будут. Полноценный Always On дисплей в наличии, мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. И то, и другое у меня срабатывает без проблем. Сканер отпечатка пальца срабатывает быстро, распознавание лица срабатывает даже под углом. Завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца нельзя. Лицо регистрируется только одно. В использовании экран показал себя хорошо, подбородка нет, рамки минимальные, яркости достаточно. И цветопередача у экрана супер. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 8100 Max с 5-нанометровой технологией. Графический процессор Mali G610MC6, что тоже неудивительно, это стандартный обвес. В играх Smart не перегревался, оперативная память LPDDR5X, версия доступна только на 16 гигабайт. Сразу вспоминаем OnePlus 10T, правда? Там тоже самая жирная версия 16256. К слову, ее по 35 тысяч продавали недавно на Али в глобалке. Посмотрите в телегу, скидок, и удивитесь, и обрадуйтесь, те, кто планировал покупать. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 и 512 гигабайт. Операционная система ColorOS 13 на базе Android 13 версии. Разумеется, обновления еще будут, и, возможно, когда вы смотрите уже какой-нибудь Android 14 и ColorOS 14, но пока так. Обновления, разумеется, мне уже прилетали. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, не 7, что довольно скромно, но достаточно для использования. Для 4G есть только 7 бенд, 20 нет, но опять же это в китайской версии. В глобалке, разумеется, будет. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчики приближения, меня не подводили. Есть запись разговоров без уведомления собеседника о начале записи. Опять же, помним, что это китайская версия смарта. Bluetooth версии 5.3, напоминаю, что есть уже 5.4, но таких смартов я пока еще не встречал. NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает стандартную для МТК точность в 1 метр, емкость аккумулятора 4500 мАч, в PC-марке он выдал шикарные 8 часов 17 минут. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки, к сожалению, нет. От 0 до сотки в среднем он заряжается за 50 минут. При просмотре роликов на YouTube у меня уходит в среднем 6%, в играх с одновременным стримингом на Твиче в среднем у меня уходит 26%, пруф, как всегда, на лайв-канале. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест смартфон выдал 372 гипса, в среднем 333 и минимум 286 гипсов на 30 минутах при 100 потоках, и это неплохо. В Geekbench 5 в сингл-коре и мультикоре вы видите, 3D Mark показал слингшот и слингшот Extreme на максимум, Wildlife Extreme 1546, Wildlife Stress Test 5484, Wildlife Extreme Stress Test 1465, Vantutu выдал результат 829 тысяч попугаев. Storage тест показал 76 тысяч, притом это неплохо для данного типа памяти. 45-минутный стресс-тест прошел неплохо, но и не идеально, результаты вы тоже видите на экране. Результаты теста искусственного интеллекта скромно, 1 миллион 20 тысяч. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. С фронтальной части LED-вспышки нет, ее функцию выполняет экран. Направленного микрофона здесь, к сожалению, тоже нет. Основной сенсор IMX890 на 50 мегапикселей. Особо приятно, что производитель не скрыл информацию о сенсорах, и все читается в программе. Лазерный автофокус PDAF на борту. У основной камеры стабилизация, учитывая, что сенсор 890 должна быть как цифровая, так и оптическая, хотя ни то, ни другой, прям сказать, что особо я наблюдал, я не наблюдал, но вы увидите в примерах. Главное, как говорится, как это работает, а не как это называют. Апертура здесь 1.8, прямо как в Xiaomi 13. Широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзоров скромные по нынешним меркам 112 градусов, и телефото здесь нет. Телевика здесь нет. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, очень скромно, но что может процессор, то и может. Есть режим HDR, ночной режим, да еще много всяких режимов, сами видите какие. Особо приятно это двухоконный режим у Realme, он всегда есть, и многим он подходит под контент. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS, 60 FPS нет, что fail, короткие примеры вы тоже сейчас увидите. Find 9 Pro и есть еще 9 Pro Plus, 4К 60 FPS, ночь. Будем смотреть, как все это дело выглядит.
в неоновых огнях, и если делать иксы, то они, скорее всего, определятся. Нет, надписи не видны. Опа, а при ручной фокусировке видны. Вот такие вот дела. 4К 60 FPS, съемка с основной камеры. Вы, наверное, ничего не слышите. 4К 30 FPS, ночная съемка, шумов море, но мы все равно сделаем X. И X10 абсолютно бесконечный, бесполезный. По поводу стаба, так, ультраширик только в 1080p 60 fps, ой, 30 fps, 60 здесь нет. И вот так празднование Нового года здесь продолжается уже 8-й день, но людей осталось совсем мало. Так, стараемся помнить, что плохо выглядеть для камеры это хорошо, это раз, а два, что я снимаю на фронталку, это опа, и они всегда на фронталку, в принципе, забивают, и во флагманах, и не в флагманах, но это флагман. Вот так примерно вы сможете себя снимать ночью в некомплементарном виде. Мало морепродуктов в ночи не бывает, это 4К 30 FPS. И вот так будут выглядеть ночные существа. Здесь печаль и драма, 4К 30 FPS ночью только так снимает, никаких 60 нету и вряд ли появится. Очень странные дела, но вот так. Увеличивать не буду, снимает неплохо в стационаре, но 30 FPS это мало. Мне все говорят, Саня, все равно все в 1080p снимают. Ну вот, наблюдайте, как она в 1080p работать будет. 1080p, X. Зайчика поймал, кстати, конкретного. X10. Лифт Oppo Reno 9 Pro, напоминаю, что есть 9 и 9 Pro Plus. И настал тот счастливый момент, когда я тестирую 1080p 60 fps, плюс подсъем я делаю уже на Mark II. Частично, разумеется, на яблоко, но этот смарт пробуем чуть-чуть так. Плюс еще на Xiaomi 13 Global часть на Mark был. Но мне кажется, что все равно проще на смарт и продолжу, скорее всего. 9 Pro, наверное, интересный смарт. Напишите, кому он реально интересен, потому что слишком здесь много «но». В первую очередь ценник и 30 FPS, то есть, повторяюсь, 10 раз за ролик скажу, OnePlus 10T, 35 тысяч, 16 256, и там все лучше, глобалка. И фронталкой, и снова повторяюсь, что у корпорации BBK какой-то фетиш, они всегда делают вас лучше, чем вы есть на самом деле, плюс я вижу, что сама запись подтормаживает. С другой стороны, не похоже на 1080p 30 fps, когда я себя вижу. Почему? Потому что ощущение, что картинка лучше. Насчет роллинг-шаттера все понятно, и по поводу 10T, разумеется, это не руководство к действию, это к тому, что цена-качество иногда соответствует. Вот здесь это не глобалка. Если бы это была глобалка, то я бы еще подумал. А так пока ценник на нее облако. Фронталка 1080p и только 30 fps. 4К 30 fps. Давайте в 1080p теперь пробуем. И двухоконный режим с режимом Beauty. Минусы: это сомнительный процессор, нет 4К для фронтальной камеры, даже 60 FPS нет мини-джека и нельзя расширить внутреннюю память, вставив microSD. А также цена. Она не самая низкая, с другой стороны, если брать на Али, она и не самая высокая. Просто в глобале он стоит, конечно, космос. Нет 20-го бенда у китайской версии. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте посмотреть телеграм-канал со скидками, там всегда много всего интересного. И новинок тоже. Разумеется, Mi Band 8 я уже в 3 местах купил. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту. Огромное вам спасибо за просмотр. Тоже всем огромное спасибо. Много обсудим, какие фотографии имеет возможность снимать данный смартфон. Ну, в первую очередь, разумеется, я все это дело скину в Telegram свой личный, для того, чтобы в нежатом виде вы на своих источниках смогли посмотреть все. Во вторую очередь, разумеется, сейчас примерно расскажу вам впечатления. Все спеки вы видите, какое здесь выставлено было автоматом ISO, все было в автомате, все было с руки, из разряда достал смартфон, сфотографировал и забыл. И из того, что я здесь вижу, единственное, с чем я считаю смартфон не справился, вот смотрите, это фотография, размер изображения просто космос. Но если мы возьмем, допустим, как он поработал со светом, ну здесь совсем печальная история. И, ну, это единственное, с одной стороны, нормальная фотография, то есть ты можешь сделать кроп какой-то, но с другой стороны, цвета перекручены, очень много шума и, скажем, прямо это не фонтан. Если говорить о портретах, тут довольно все тоже просто. То есть данный смартфон довольно неплохо фотографирует, в принципе, людей. Если несколько сделать фотографий, вообще будет волшебно. Но
есть маленькое но, и оно серьезное. Он реально украшает. Притом, мне кажется, что он не просто замазывает морщины, но он еще и меняет тип лица. Так, чтобы все было камильфо. При том, что, разумеется, все было отключено. Если говорить об этой фотографии, допустим, это был портретный режим. Человек был сфотографирован фактически с руки тоже. Он попытался вытянуть часть волос, но помним, что фотография была ночная. И в принципе, учитывая, что смарт был практически за полсекунды заблокировано и сделана фотография, это все было довольно просто и быстро. Если снимать объекты, то все сочно, цвета натуральные. Напоминаю, что здесь это все было при искусственном освещении сделано, потому что это была ночь. И если говорить, допустим, о ночных объектах, каких-то неоновых вывесках, еще чем-то, то смарт справляется. Это не флагманский уровень, потому что посмотрите вокруг фотографии. Да, вот такие вот замыленные они углы, шумы, но это с одной стороны. С другой стороны, сказать что-то супер плохое про это тоже не скажешь, потому что смарт попытался. Все, что он мог, он сделал, и фотографии, если, опять же, не использовать их для чего-то профессионального, для домашнего использования, более чем достойное. И ничего плохого о его фотовозможностях, что фронталки. Что, резюмировать я бы хотел на основную камеру, как всегда, без штатива 4К, но в этот раз на улице, довольно ветрено, скорее всего сейчас пойдет дождь, надеюсь, что я успею. Что я могу сказать о Oppo Reno 9 Pro, что у меня осталось в голове, для того, чтобы вы для себя решили, интересен ли он вам. Предельное качество съемки на основную камеру, 4К 30 FPS, никаких 60. К сожалению, стерео отсутствует, это эпичный FL, но в то же время довольно быстрая внутренняя память, пусть и не максимально быстрая, довольно стабильный у нас процессор, хотя это Mediatek, и это прям очень удивительно. Если говорить о каких-то плюсах экрана, минимальный шим, если говорить о минусах фронталки, это только 1080p 30 FPS, но в то же время съемку, когда я веду и когда я смотрю эти файлы, я думаю, вы со мной согласитесь, что фронталка снимает хорошо в этих 1080p 30 FPS. Плюс неплохие снимки. Если говорить об оболочке, ColorOS лично мне нравится. И практически это то же самое, что OnePlus, как мы помним. И если вы посмотрите на обзор OnePlus Ace 2V на канале, то вы сможете понять, что по большому счету те же тапки, только в профиль. То есть то же самое. Телевика здесь нет, вспышка ночная здесь топовая. Если говорить о эргономике, то смартфон старается быть компактом, хотя чуть-чуть до него не дотягивает. Он безумно тонкий, безумно легкий, и им приятно пользоваться. Рекомендовать к покупке я его однозначно не могу, то есть от меня девайсу за его деньги однозначно нет, потому что если бы за эти деньги они продавали глобалку, да, за эти деньги китайскую версию, своих денег он стоит, но вы его не продадите. То есть это примерно такой же кирпич, как когда рекламируют, допустим, кто-то Sony, и говорят: Sony, бегите, покупайте, вы его не продадите. Вы продадите, но с очень-очень большими потерями. Если говорить о аналогичных смартфонах, что приходит сразу на ум? Ну, хайповые Meizu, которые у меня уже на руках, разумеется, их кто-то купит, но после первых утрированно там 30 обзоров их будет довольно сложно продать. Так же, как сложно продать смартфоны Nothing, потому что они безумно лагучие, безумно тормозят, и все, кто говорил полгода назад беги, покупай, либо их уже скинули, вот, либо продает остатки партии. Почитайте, что происходит с бедными пользователями, опять же, без поддержки. Кто, в принципе, большинство так и говорило, что вот то же самое этот Oppo Reno 9 Pro. И поддержка здесь будет, и смартфон хороший, но для того, чтобы его потом продать на нашем рынке, нужно будет скинуть ценник, ну, на процентов так 35 и ждать еще черт знает сколько. Если вы планируете с ним ходить, если вы знаете, что такое Oppo, поднакопите и купите себе Oppo Find X6. Обзор на канале тоже будет. И либо ждите, когда на этот ценник упадет. Надеюсь, максимально развернутый мой эпилог для вас. Стерео нет, очень печально. Девайсу, еще раз повторяюсь, от меня нет. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за труды. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Смарт покупал и еще много чего приобрел. Смотрите в моем телеграм-канале лично, на что я планирую еще сделать обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.